рыхлость шрифта и сложность кириллицы, адаптированной для русского языка, это вот как-то сочетать вот эти вот круглые О и кучу квадратных букв Н, которых тоже дофига в кириллице. Ты пошел учиться в Швейцарию, уже будучи таким, на самом деле, состоявшимся дизайнером. Удачи, они не приносят опыта. Они тебя ничему не учат. Ребята, давайте попробуем быть более смелыми и вообще больше внимания в интерфейсах обращать на шрифт. Я считаю, что экспериментировать нужно всегда. Шрифтовые дизайнеры – дикие снобы. Белорусский, украинский, русский рядом стоят совершенно разные по характеру наборы нейтрального текста. Либо там жить в разных странах, либо даже просто вот перемещаться по разным странам. Ты действительно только тогда начинаешь понимать, насколько важен дизайн. Всем привет! Сегодня пишем новый выпуск подкаста про дизайн. Я Саша Устинов, основатель дизайн-агентства BRS Brothers. Еще я провожу дизайн-метапы и конференции в Белграде. И у нас в гостях Сережа Рассказов. Он вчера у нас на большой конференции выступал с прекрасной лекцией. Большое тебе спасибо за эту лекцию. Еще он проводил воркшоп по созданию логотипа. Это вообще очень классная история. И он нашел время сегодня записать еще и подкаст. Это очень круто. Спасибо тебе большое, что ты прилетел из Швейцарии сюда, в Белград. Не знаю, первый раз ты здесь в Белграде или уже был до этого. Вот. Расскажи немножко о себе, потому что в разных местах у тебя немножко по-разному написано, мне кажется. Надо, чтобы ты сам про себя рассказал. Вот. И я сегодня думаю, что будет классный разговор. Спасибо за приглашение, Саша. Спасибо всем, что смотрите. И спасибо Белграду. Я здесь впервые, и я был очень впечатлен аудиторией, людьми. Это такое возвращение в прошлое, я бы сказал. Если коротко, я шрифтовой дизайнер. По духу, по призванию, но еще и по профессии я работаю просто графическим дизайнером, арт-директором, креативным лидом сейчас в брендинговом агентстве. И, собственно, это основная моя роль – быть дизайнером. И под дизайнером подразумевается умение решать задачи. Я решаю задачи как специалист в области брендинга, и в том числе там провожу ресерчи, думая над неймингом, думая над тем портретом аудитории, который надо сформировать, над теми ценностями, которые и нуждами, которые есть у этой аудитории, чтобы делать проекты, максимально отвечающие задачам. И это то, что касается креативных вещей, но когда я делаю шрифт, я точно так же думаю о том, какие носители, какие пользователи, какая культура, какой язык. И кроме этого, я, собственно, работаю еще продюсером. Продюсирую я совершенно разные культурные штуки. Собственно, мы с тобой, Саша, коллеги. Я тоже делал фестивали несколько раз в России. Продолжаю думать о том, чтобы сделать что-то новое в новой форме, в новой среде. И, разумеется, я там организовывал различные выставки, делал съемки, делаю сейчас третий год подряд, продюсирую новогодний концерт. И это все, в общем-то, я считаю, что решением творческих, дизайнерских, довольно интересных задач, которые меня просто вдохновляют и впечатляют. Если коротко о моем профессиональном пути, я примерно 20 лет назад, уже страшно эту цифру называть, когда-то решил, что я буду дизайнером, и с тех пор я шел по этому пути и развивался. Был в брендинге, был инфографом, занимался урбанистикой и постоянно находил какие-то новые сферы, области, в которых пытался раскрыться и достичь каких-то интересных достижений. Сейчас вот прямо вот на текущий момент я делаю в основном кириллицу для западных дизайн-студий, шрифтовых студий, расширяя их знаковый комплект в их шрифтах. Чаще всего это заказные проекты, там к ним приходит клиент, заказчик. Скоро, вот не могу пока разглашать, но на многих ваших устройствах появится кириллица, которую я сейчас делаю. И параллельно я сейчас устроился в агентство 5/10, вообще узбекское изначально, но довольно мировое, но работает в основном на азиатский рынок. И это довольно тоже необычно, то есть там
своя кириллица, своя там латиница, своя какая-то немножко специфика рынка, ну и плюс я там чувствую возможность немножко самореализоваться как дизайн-директор и немножко то, что я не мог как фрилансер реализовывать, там у меня есть возможность реализовывать командно. Уже в команде. Мгм. Скажи, пожалуйста, а ты занимаешься еще преподавательской деятельностью какой-то, образовательной деятельностью? Потому что я знаю, у тебя была своя школа, ты постоянно делала курсы, мастер-классы и так далее. Сейчас ты что-то такое делаешь? Мечтаю сделать. Я действительно, как ты правильно сказал, я начал преподавать впервые в 2009 году, и я, преподавая там, кажется, на третьем курсе, преподавал четвертый, условно говоря, в ВУЗе. То есть для меня преподавание – это часть обучения. Мгм. То есть я в корне не согласен с тем, что ты должен всему научиться, все знать, и только потом вот таким седым, с бородатым профессором идти и рассказывать, учить молодых. Нет, мне кажется, что лучший способ чему-то научиться – это преподавать. Это потому что когда ты преподаешь, ты пропускаешь через себя огромное количество материала, думаешь, как его структурировать, как его объяснить другим, огромное число информации изучаешь снова, и потом уже это преподносишь еще раз и перепроговариваешь, переозвучиваешь, потом видишь реакции людей, понимание, и ты учишься еще и на этих людях, на том, какие они варианты дают. То есть это супер классная вещь. То есть я бы всем бы рекомендовал читать лекции, не бояться каких-то вот что я там не Чего-то супер не знаю, идеален, что да, у я меня что-то там не знаю. синдром Ну, то есть самозванца этот весь вот, забыть. да, потому что если коротко, то я вот сейчас не преподаю, Мгм. буквально потому, что я не знаю, чему бы мне еще научиться вот конкретно в той отрасли, в которой я силен. Поэтому, может быть, я и не преподаю прямо сейчас. Но Ну, это наверное, еще еще... будешь преподавать, я думаю. Да, но у меня есть планы, у меня есть идеи там организовывать воркшопы в Европе особенно. Мгм. Я делал парочку, например, выездных воркшопов в Берлине, привозил своих студентов из Петербурга в тот момент. Ну, на самом деле там приглашал много, просто делал клич в интернете, много людей с разных стран приезжали, и там была возможность делать воркшопы с иностранными преподавателями. Из Европы, да? Да, Мгм. да, то есть моими кумирами, любимыми дизайнерами. И вот там я понимаю, что мне есть у них чему поучиться, Мгм. и тогда я их многому поучился. Но произошло 2020 год, я сам поступил учиться. Это вообще отдельно, мне кажется, сейчас мы еще про это Да. отдельно поговорим. Вот, и я поступил учиться в Швейцарию, и там уже, собственно, мне не приходилось быть преподавателем самому и организатором. Ты учился Да. как студент. Прямо в смысле. Круто, очень круто. Мне кажется, это вот классно, вот эта мысль, которую ты сказал, она вообще как будто бы очень важная, да, то есть не надо бояться, это в том числе и мотивация, когда ты преподаешь, это для тебя дополнительная мотивация что-то разобраться в чем-то еще лучше, чем ты до этого знал, да, потому что тебе надо как бы подготовиться, тебе надо собраться, Да. тебе надо структурировать информацию. Слушай, хороший совет на самом деле, да, от тебя для тех, кто хочет чему-то научиться, попробовать кому-то что-то рассказать, объяснить, чему-то научить. Это же не обязательно может быть большой мастер-класс, это может быть маленькая лекция внутри команды, это может быть какой-то, не знаю, какой-то воркшоп, который ты для своих знакомых организуешь. То есть это на самом деле здесь не надо думать, что это что-то глобальное. Это можно делать маленькими историями и через это постоянно учиться, тренироваться. И еще ведь это круто, потому что у тебя получается классная обратная связь. Когда люди, которых ты учишь, они тебе дают обратную связь, то есть позитивную энергию в тебе обратно дают, да, то что спасибо тебе, и это тебя вдохновляет двигаться дальше. То есть, мне кажется, это очень круто. Крутой совет. Спасибо тебе за этот совет. Вот. Интересно про то, что ты пошел учиться в Швейцарию, уже будучи таким, на самом деле, состоявшимся, можно сказать, дизайнером, то есть человеком, который был не просто там студентом, ты уже был взрослым человеком. Вот расскажи про это подробнее, потому что я точно совершенно понимаю, что это такой нерядовой путь. Многие люди считают, что учеба это что-то вот там из юности, когда я был студентом, 18, там 21, 22, ну там и так далее годов, а потом уже как бы, надо работать, надо еще что-то делать. Расскажи, пожалуйста, для тебя это был способ социализации в Европе или для тебя это действительно была такая история, потребность в том, чтобы еще подняться на несколько ступенек выше в профессиональной сфере? Или это был больше нетворкинг? Можешь вот про это рассказать? Это очень интересно.
Да, спасибо, Саша. Это важная тема. Я и попытаюсь сейчас поделиться. Я могу сразу сказать, что изначальные планы того, зачем я это все делал, они не совпали с тем, как все в итоге развернулось и как произошло. И я расскажу как бы оба. То есть изначально в целом моя вообще идея поступления в Швейцарию заключалась только в том, что мне действительно хотелось поучиться у мировых мастеров, у моих кумиров шрифтовых в мире, и потом вернуться с этим опытом и продолжить преподавать. То есть это моя была главная цель и Набраться миссия. новых Да, знаний, нового уровня. да. Мгм. И чтобы с этими новыми знаниями, с новыми методиками преподавания, которые я получу, вернуться к русскоязычной аудитории, к Мгм. студентам, Да. попытаться сделать какую-то интернациональную школу, может быть, пойти, условно говоря, в британку Да, делать да, да. курс и там делиться этими знаниями. Я поэтому еще в 2019 году поехал в Швейцарию на День открытых дверей. Я там познакомился со всеми преподавателями, походил, все увидел, все посмотрел, и уже после этого я попытался поступить. Поступить это процесс, с одной стороны, простой, ты можешь очень быстро поступить, но с другой стороны, он осложнялся тем, что у меня не было денег на то, чтобы поехать в Швейцарию, учиться там 2 года, жить, потому что, ну, мы, кажется, там были всего несколько дней в Мгм. первую поездку, и мы потратили больше 100 тысяч рублей просто непонятно на что, потому что в Швейцарии дорого. Дорогая страна. Мгм. Да. И это была главная засада. То есть я вот буквально с первого дня на День открытых дверей начал искать стипендию. Мгм. Нашел стипендию правительства Швейцарии. Это грант, который покрывает, в общем-то, всю стоимость проживания и обучения. Ежемесячно тебе там платят 1920 франков. Это, ну, сейчас франк 1 к 100, тогда франк был 1 к 70, Мгм. примерно так. Это решило бы вообще вопрос моего поступления, но подаваться на этот грант нужно на год вперед. М. И когда я был вот зимой, я понял, что как бы вот В в этот год ты конце уже не октября попадаешь в этом году я должен подать заявку, чтобы поступить на в следующий следующий год. год. И я начал к этому готовиться. Мне кажется, я написал очень хорошее мотивационное письмо. Я боялся, что не получится поступить еще, ну, не получится получить эту стипендию. И вот 30 октября, в последний день, я все-таки решился, отнес свои документы в консульство Швейцарии, подал их, и после этого ты просто ждешь полгода и не знаешь, получишь ты стипендию или нет. То есть я уже поступил в ЕКАЛЬ, это школа, в которой я учился шрифтовому дизайну, магистратуру под названием Master of Type Design, и потом вот я поступил где-то в апреле, наверное, а решение о стипендии я ждал вот в мае. Мгм. И ты до сих пор не знаешь, ты в итоге поедешь, не поедешь. И потом я вдруг вот получил счастливое письмо, что я попал, вот, Круто. что меня отобрали. А там, то есть там тоже есть какой-то отбор? Да, То есть ты посылаешь им информацию о себе, да, объясняешь, зачем тебе нужна эта да, стипендия, и они смотрят и выбирают того, кто этой стипендии, ну, как бы достоин, да. кому они готовы ее дать. Мгм. Да, то есть ты прикрепляешь портфолио, кучу документов, свидетельством там, об образовании, с постилями, с переводами, Понятно. Да. и главное, портфолио показываешь и мотивационное Ну, письмо. то есть это возможно, но нужно постараться и подумать, как о себе рассказать для того, чтобы для тебя заметили. Да, мне кажется, мотивационное письмо играет самую важную роль. Ну и потом я уже узнал, что как бы я вот получил одну из Мгм. 10 стипендий для вот русскоязычного, Ну, кажется. этого То есть всего области. в Мгм. мире в том году было выдано, кажется, их 170. Просто чтобы вы понимали, на весь мир, на 80 Конкурс, стран, да? откуда можно было подать заявки. Да, я немножко был в шоке, Тебя что отобрали? да, Ну, это значит, просто ты талантливый человек, тебя заметили. я не знаю, вообще я не могу никак это определить, охарактеризовать, потому что после меня
Я многим ребятам помогал, советовал, там, говорил, что написать, как-то делился всеми своими Мгм. документами, но пока что, причем как русскоязычными, так там из Украины, Мгм. из Казахстана, кажется, кто-то был, потом, собственно, из Германии, всем ребятам помогал, но пока что никто не получил, я не знаю. Видишь, какой ты талантливый. Слушай, не перехваливай. Да, ну ничего, ничего. Ты поступил туда, да? То есть ты как бы был просто студентом. То есть, ну, Да. ты был студентом, да? Расскажи, чем, может быть, отличается, в чем особенность этой школы, в чем она отличается от других? Вот школа Икаль, там Мгм. учат дизайну всех вариантов, то есть там графический дизайн, предметный дизайн, дизайн ювелирных украшений, там мультимедиа, интерактивные, огромное количество вещей. Там классные магистратуры, но это Швейцария, швейцарское образование. И, конечно, уровень преподавания, уровень возможностей технологических, то есть вот само пространство школы, мастерские, ты можешь делать все, что угодно там, пользоваться всеми ресурсами. Вот, то есть, когда ты видишь дипломы работ, например, предметного дизайна, ты приходишь, и там диплом – это законченный стул с кожаной обивкой, деревянный, с гнутой деревесиной, то, как захотел студент ее погнуть. Или там, например, у него там радиатор, батарея, Мгм. и эта батарея из чугуна отлита по-настоящему вот теми технологическими возможностями, которые есть у этой школы. А не просто напечатана 3D-моделька на Да, 3D да. То есть принтере, это как это настоящий, обычно, да. настоящий законченный предмет. Да. Да, и также и с мастерскими графического дизайна, там есть и леттерпресс, шелкография, высокая печать, все возможные виды принтеров, там ультрафиолетовая печать, еще что-то. То есть ты можешь всеми полиграфическими возможностями пользоваться, например, при производстве своих дипломов, проектов. Мгм. И вот эти технологические мощности, причем там все современное, новое, то есть это уже ресурс, которым просто одно наслаждение пользоваться, и важно пользоваться, когда ты в такое место поступаешь. Второе – это преподаватели. То есть у нас на курс привозили лучших вот преподавателей со всего мира, просто оплачивали им билеты, они проводили у нас воркшопы, читали лекции, вели курсы Это снова же. практикующие Да, дизайнеры практикующие дизайнеры из агентств, прям Мгм. больших агентств. То есть у нас Бруно Маак, есть такой шрифтовой дизайнер из Лондона, у него большое агентство, они делают очень крупные заказные шрифты там для всех известных агентств. Бруно у нас просто был таким своего рода первым злостным заказчиком, таким очень строгим, очень жестким, то есть он нас заставлял все выдерживать дедлайны очень четко, чтобы мы четко справлялись с задачей, могли бы планировать, и плюс у нас была задача сделать шрифтовую семью с курсивами, с антиквами, с гротесками всех возможных начертаний огромного знакового состава. И была задача сказана, вот у вас тут 15 человек, студентов, 13, кажется, на самом деле. И вот поделите роли внутри ваших команд, чтобы вы сделали этот проект. И у Мгм. нас там был лид назначен, который просто девушка сидела и думала, Как все это да, сделать? назначала людей, распределяла роли, и у нас была прям серьезная команда, и мы потом при помощи гита собирали этот файл воедино, Да-да. следили за всем, чтобы это все мэнчилось. И это классный опыт, то есть, Но если это погружение в да, да, реальную деятельность, это не да, какая-то теоретизация, это да. именно нахождение в реальных условиях, как это и в жизни и бывает. Вот, да, да. И, ну и в целом со всеми так проектами. И я бы так сказал, что главная вообще ценность то, что у нас было очень мало лекций. Мгм. У нас было очень мало, знаешь, такого видения преподавателя, где преподаватель приходит и говорит, надо так, вот так не надо. Ну, то есть у нас скорее была среда, которую нам предоставляли ресурс технологический, ресурс специалистов. И дальше наша задача была приходить к ним и там консультироваться, пользоваться всеми оборудованиями и как-то развиваться как профессионалом. Каждый шел своим путем. У нас абсолютно все проекты в итоге дипломные выглядели совершенно по-разному. Вот у меня был проект, я делал letterpress,
проект, Мгм. вариативный шрифт из Мгм. дерева, Мгм. вырезал буквы. При этом у меня там была цифровая часть, у кого-то был шрифт, связанный, буквы, реагирующие на музыку, потому что человек играет на барабанах, и вот у него диплом, он играл нам, по сути, концерт и демонстрировал возможности этого шрифта. Вот примерно такой вот спектр возможностей, который открылся. Круто. А как ты И, думаешь, тебя это, ну вот, то есть ты действительно вырос, да, как профессионал после этого всего? м, Ты вот можешь сказать, что там до этой школы у тебя было одно понимание профессии и инструментария, и знаний, а после этой школы оно изменилось? Или что-то все-таки в другом, в чем-то основной был для тебя выигрыш от учебы? Да, это продолжение предыдущего вопроса. Я так ушел на тему Угу, концептуальная. А отвечая на твой вопрос, зачем я туда вообще пошел? Да, у меня была задача, во-первых, вот вырасти, поднабраться опыта. У меня не было цели там вот просто найти какой-то нетворкинг. угу, Я надеялся, что я немножко вольюсь вот в эту среду, буду общаться с коллегами, одногруппниками, увижу много специалистов, но, к сожалению, наступил ковид. угу. А, ты попал, Это был получается, 2020 год. То и есть все там мы онлайн. попали на локдаун, то есть я вообще буквально каким-то чудом через все границы доехал, пропускали только студентов тогда, то есть и еще Мгм. там каких-нибудь дипломатов. То есть буквально Две я был категории. единственной категорией, которую пропустили вообще через все границы, и вот мы приехали в Швейцарию, и 2 года, по сути, жили на локдауне, Мгм. и много занятий, то есть вот ты представьте, ты живешь в 10 минутах ходьбы от такого классного, шикарного пространства, а работаешь из апартаментов, потому что школа закрыта. Мгм. И это было так обидно. То есть мы даже вот ходили на вот это вот, ну как бы на занятия, раз в неделю там ходили, разрешали, но ты сидишь в маске, ты не можешь по-нормальному общаться с Мгм. людьми. А преподаватели тоже у нас были в основном только швейцарцы, потому что из-за Не могли границы не могли прилететь. прилететь. И это, конечно, немножко расстроило и немножко убавило вот тот вот возможный профит, который я мог бы приобрести, к сожалению. И, ну, я пользовался тем, что мог. Я точно вырос как специалист. Я не набрался такого большого нетворкинга, как хотелось бы. Не получилось все 2 года вот, пользоваться всеми этими возможностями, но я все равно взял максимум всего, вот, что мог. Вообще, мне кажется, от обучения самое главное брать максимум вот каких-то, попробовать все, что можно. Ты, когда учишься, ты ничем не рискуешь. Ты не потеряешь заказчика, не потеряешь деньги. Ты максимум получишь, ну, плохую оценку. Ну да, да. Это такой смешной риск. То есть, Надо пробовать, да, ошибаться, косячить там. максимально. Чем больше ошибок допустишь, тем больше опыт приобретешь, потому что опыт, он всегда произрастает из ошибок. Мгм. Удачи, они не приносят опыта. Они тебя ничему не учат. Вот. Скажи то, что вот одна из целей, которую я вот спросил, которая возможно была быть, это не только нетворкинг, да, а как бы выйти в другую плоскость, потому что человек, который закончил швейцарскую школу, у него есть диплом, возможно, это открывает дополнительные возможности с точки зрения, например, работы, да, или еще чего-то. Вот можешь про это что-то сказать? Как-то это влияет или не влияет? Советуешь ли ты людям действительно поступать куда-то, и получать образование европейское или, может быть, другое, американское, не знаю, или азиатское? Не хочу как-то людей пессимизировать, потому Мгм. что это точно открывает огромное количество дверей, огромное количество знакомств. Но конкретно в Швейцарии довольно сложно найти работу, если ты не швейцарец, если ты не европеец, Мгм. а если у тебя нету ПМЖ. Это вот 3 вещи, которые довольно сильно усложняют поиск работы, потому что даже если ты учился, даже если ты был студентом, тебе нужно получать квоту и попадать в эту квоту. Там это количество квот в Швейцарии очень строго ограничено. Плюс эта квота распределяется таким образом. Сначала швейцарцы
предлагается рабочее место, если не нашли швейцарцев, предлагается Евросоюзу рабочее место. И только если не закрылась вакансия швейцарцами, европейцами, тогда Дают возможность. открывается вакансия для всех остальных. И работодателям не хочется вот этот такой геморрой проходить, конечно, и это сразу очень сильно ограничивает. И даже если у тебя ты это уже все можешь пройти, но если у тебя нету ПМЖ, у тебя просто вид на жительство, то это тоже тоже снижает. Связываться не хочет, потому что Швейцария — это страна дизайнеров. Там каждый второй — это дизайнер. То есть на самом деле они видят, что ты, не Евросоюз даже. И какой бы ты ни был классный специалист, но там проще взять своего. Может быть, швейцарским дипломом можно в странах Евросоюза найти работу или еще что-то. Да, я уверен, что швейцарский диплом открывает очень много дверей. Это, одна из, наверное, по моему мнению, одна из 3 самых престижных школ дизайна из существующих, по крайней мере, там, где учат шрифтовому дизайну. То есть для моей души она находится на 1-м месте вообще. Но если смотреть объективно, то вот в 3 они примерно все равнозначны. Назови их. Я считаю, что есть в Гааге школа, в которой обучают шрифту, это КАПК, и там есть курс Type и Media. Есть школа в Англии, Reading называется, там обучают более чуть-чуть академическому шрифтовому дизайну, менее экспериментальному. И самый экспериментальный шрифтовой дизайн дают вот как раз в школе Экаль в Лозанне. Есть еще несколько школ, есть в Нанси, в Амьене, во Франции очень хорошие, они прям супер развиваются, там много экспериментов школы шрифтового дизайна, курсы такие, там 2-летние, кажется, оба. Один такая уже почти предок, или я не знаю, как PhD почти, там прям студенты садятся и делают ресерч, во 2 это скорее просто такая магистратура на 2 года. И плюс есть в США Cooper Union делает курс Type, что-то там. Не буду сейчас говорить, чтобы не ошибиться. Сереж, помнишь, ты выступал у нас на митапе 2 года назад и рассказывал про то, что цифровые дизайнеры боятся шрифтовых экспериментов. У тебя там была такая лекция интересная. Ты говорил, что, ребята, давайте попробуем быть более смелыми. Да, и вообще большее внимание в интерфейсах обращать на шрифт. Да? Вот как ты думаешь, за эти 2 года что-то поменялось с твоей точки зрения? Человека, который смотрит на это со стороны шрифтового дизайна. Вот то, что ты видишь, то, что ты наблюдаешь. Или все еще эта проблема остается, и цифровым дизайнерам стоит о ней задуматься, поучиться чему-то? Попытаюсь ответить так. Я считаю, что экспериментировать нужно всегда. Даже если у тебя там суперконсервативный заказчик, попытайся один из вариантов предложить более экспериментальный. Попытайся продвинуть, немножко расширить рамки рынка, рамки границ, рамки устоев привычного и так далее. То есть тут у меня моя позиция не сильно изменилась. По поводу шрифтового дизайна, это мне скорее просто кажется, что это вопрос просто возраста. То есть, когда я учился, у меня большинство студентов, они были, моложе меня, на 7-8 лет. То есть, они только после бакалавриата были, а я после моего специалитета еще 10 лет занимался дизайном. И если для студентов вот этот статус преподавателя, он был более каким-то таким сокровенным, что ли, и то, что им говорят, то они и делали, то я почти никогда не делал то, что говорят преподаватели, а пытался там прислушаться, но еще поэкспериментировать, дальше пойти, да. Да, видишь, в цифровом дизайне есть много технических ограничений, сложность поддержки и так далее, поэтому многие дизайнеры, они используют какие-то безопасные решения, условный шрифт Интер, да, там, вот который стоит в фигме, они его используют, потому что знают, что он будет плюс-минус работать во всех размерах, во всех ситуациях нормально. Вот. И, наверное, об этом сейчас многие говорят, то, что дизайн интерфейсов, он сейчас должен шагнуть от удобства как раз к тому, о чем, наверное, к чему шрифтовые дизайнеры уже давно шагнули. Научиться передавать через интерфейсы больше эмоций, больше
такой невербальной как бы информацией, да, и об этом сейчас очень многие люди говорят. И как раз, мне кажется, шрифт — это, ну, фактически основа этого во многом. Что ты посоветуешь цифровым дизайнерам с точки зрения, не знаю, может быть, как-то по-новому для себя открыть шрифт, чему-то поучиться дополнительно, просто попытаться им стать шрифтовыми дизайнерами хотя бы чуть-чуть или что-то другое? Я бы не рекомендовал становиться шрифтовыми дизайнерами, но вот вчера на моей лекции я сначала спросил, сколько людей дизайнеры, Мгм. там подняла руки, ну там половина, кто-то постеснялся поднять. А когда я спросил, у кого есть художественное образование, кого вообще учили живописи, рисунку, таким композиции, базовым вещам, Мгм. рук было многократно меньше. И мне кажется, это как раз вопрос, вот меня немножко пугает и расстраивает, что сейчас дизайнеры очень профессионально, хорошо понимают, у нас тут технологические ограничения, у нас тут масштабирование, у нас тут дизайн-система вот такая вот сложная выстроена. А базовых принципов композиции люди не знают при этом. Ну, то есть это, конечно, очень классно, что ты можешь выстроить дизайн-систему, чтобы все работало, все мэчилось, там темная тема, светлая тема. Мгм. Но, блин, камон, ребята, еще нужно просто сделать ну, немножко еще эстетику, а Да. не думать о том, чтобы это все выглядело сбалансированно, не разваливалось. Я молчу, что там еще есть разные языки, в разных языках это все выглядит тоже по-разному. Это вроде еще понятная проблема. Но просто композиция, важно эти как-то вещи все-таки, Уметь балансировать, уметь с этим. Вообще да, знать, что это понимать и такое. работать, да, да. Мгм. То есть ты говоришь о чем? О том, что надо в первую очередь а, подкачать базовые вещи, основу, и тогда ты сам поймешь, какой шрифт тебе нужен, поймешь, как это можно улучшить или усилить, потому что будешь смотреть, ну, собственно, более профессиональным взглядом. И как раз ценность дизайнера, да, в объединении эстетики и технологий, в объединении бизнес-требований и эмоциональных каких-то запросов пользователя, да. И да, наверное, в этом и есть проблема, то, что есть сейчас перекос в профессии дизайнера в бизнес, ну, вот, знаешь, вот в бизнес-составляющую. Больше там аналитики, какие-то исследования, еще что-то. И многие люди, ну, скорее всего, даже они не забывают, может быть, они не умеют или не знают каких-то вещей, поэтому, может быть, так и получается. Ну, может быть, не знают, но мне кажется, это даже как бы люди забывают, что это нужно. То есть вот в этом Мгм. постоянном потоке погони там АБ-тестов условных, в которых все Погрязли. погрязли, забывается, что у профессионала должна быть собственная экспертиза. То есть понимание вообще каких-то законов базовых. Нам не нужно понять, кнопка, которая аккуратно стоит или неаккуратно, какая из них лучше работает, условно говоря. Мы сразу можем понять, что вот здесь вот она будет стоять хорошо. И никакой АБ-тест этому не требуется. Ну и никакой АБ-тест это не покажет на самом деле глобально. Например, да. Интересно, я сказал вещь про кириллицу, которая существует в странах Центральной Азии. Но кириллица, она еще шире. Вот в Сербии тоже есть Да, в кириллица, да, Сербии там вообще. Болгарии, Украине, там в Черногории, в общем, там, ну вот много стран, где есть кириллица. Она отличается от кириллицы, которой как бы люди, которые, например, живут в России, привыкли. А я с этим, знаешь, когда столкнулся, когда мы делали шрифт для для Белградского парка Звездера, Юлия Гунина прекрасно, Мгм. может быть, ты знаешь, шрифтовой Знаю. дизайнер, Училась у меня. сделала, да, этот шрифт. Вот видишь, твои, в том числе, значит, ребята, твои студенты, они тоже вот. И нам, например, сербы писали, дизайнеры, что спасибо, что сделали кириллический шрифт, у нас их не так много, а это акцентный шрифт интересный. А ребята из России, многие писали, даже дизайнеры, что тут у тебя неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Знаешь почему? Потому что они не понимают, что это другая кириллица. Ну, то есть, что в сербском, ну, в сербской традиции есть определенные там вещи, там, как разные буквы пишутся и так далее. Вот. Но просто было забавно, когда вот люди не пытались понять культурный код и начали сразу апеллировать какими-то своими привычками. Я еще добавлю, я этот шрифт намного лучше понял, когда походил просто по улицам Белграда и посмотрел вот на ваши все рукописные какие-то надписи, там, я не знаю, что там у вас пишут, но очень много надписей Да-да-да. на улицах Белград — Белграда. это прям И база. по вайбу, по каким-то
не знаю, движением руки, движением каким-то вот конструкциям букв, оно немножко мэчится с вот этим шрифтом, который у вас получился. Да, это вот интересно. То есть кириллица это не то, что это просто вот какая-то, ну, знаешь, одна история. Кириллица разная в разных странах. И вот расскажи, когда ты работаешь с кириллицей, как ты пытаешься понять какой-то культурный вайб или какие-то традиции в каждой стране? Насколько ты это учитываешь? Потому что мы, например, когда выбирали шрифтовую пару для вот этого проекта, например, ни один из шрифтов из Google Fonts не подошел. Знаешь почему? Потому что они не учитывают особенности написания там букв, ну, B, например, еще чего-то. И мы взяли, да, потому что тут по-другому пишется. Да. Нам было это важно, и мы взяли просто, мы нашли у местных студентов есть ресурс, у преподавателей они выкладывают свои шрифты бесплатно, кириллические. Мы взяли один из них, потому что это было более правильно с точки зрения уважения к культурной традиции. Вот. Скажи, как ты об этом думаешь, что ты делаешь для того, чтобы как-то погрузиться? Я не знаю, как вы это делаете, шрифтовой дизайнер, потому что это бесчисленное количество всего. Насколько вы, как вы с этим справляетесь? Ну смотри, в вашем случае это был конкретный заказной проект, у него там должен был быть характер. Да. Я в последнее время чаще всего делаю текстовые нейтральные шрифты, и там не требуется какой-то национальный характер найти. Там скорее требуется просто тестировать шрифт в разных языках. То есть я всегда, например, сербскую букву «Б», вот другой конструкции, я ее всегда рисую. Причем заказчик обычно говорит: да мне вот базовую кириллицу. Я говорю: нет, вот надо еще вот болгарицу добавить для болгарской кириллицы, вот это нужно для Сербии, вот эту добавить, и вот теперь там, ну, эти все не вот эти вот Да, да, все да, да, знаки, да. это тоже, конечно, я добавляю. И только после этого я говорю: ну вот теперь у вас будет нормальная кириллица, потому что и объяснить это довольно сложно, потому что чаще всего латиница это что? Это 26 знаков, в немецком там есть еще SZ, и, в общем-то, и все. Остальное это просто диакритические значочки. Ну, там иногда еще какие-нибудь перечеркивания есть у букв. Но, в общем-то, латиница, она почти во всех языках одна и та же, одни и те же буквы, только добавляется диакритика и какие-нибудь еще дополнительные выносы, и все. А в кириллице это прям какие-то лигатурные конструкции с выносными всякими засечками и так далее. И комплект кириллицы, он намного шире, чем у латиницы. Ну и банально, даже базовые эти 33 буквы против 26 латиниц. Напомни, пожалуйста, какой был вопрос. Да, вопрос такой был, как ты вот с этим справляешься, как ты Да. пытаешься учесть либо национальный характер, либо просто в целом сделать так, чтобы этот шрифт был менее холодным для человека ну, с кириллической культурой. Ну, как я уже сказал, что я делал, например, сербскую только, или там украинскую кириллицу, или еще что-то, только нейтральные гротески. И тут не требовалось как-то сделать вот прям выпендриться. Я только могу сказать, что вот, например, есть такое понятие, как корпус языка. Это чаще всего употребимые буквы в языке, чаще всего употребимые там слова, конструкции, сочетания между букв. И вот это намного более имеет значимое значение для кириллицы, для шрифта, чем конкретно конструкция вот этой буквы «Б». Почему это имеет значение? И даже наоборот, может быть, буква «Б», она произрастает из этой истории, потому что в русском языке, например, вы знаете, что там очень много букв «О». И вообще вот рыхлость шрифта, она, и сложность кириллицы, адаптированной для русского языка, это вот как-то сочетать вот эти вот круглые «О» и кучу квадратных букв «Н», которых тоже дофига в кириллице, эти «Ш» еще, у нас там их очень много, «Н», «О», «Ш», мягкий знак. Например, в сербской кириллице у вас, наверное, совершенно другой корпус языка, другие буквы чаще всего употребляются. Да-да-да. И, возможно, как раз для того, чтобы сочетаться с этими остальными буквами, вот буква «Б», она приобретает другую конструкцию. То есть она не просто приобрела такую конструкцию, и мы должны с ней как-то мириться. Она происходит от того, что ей нужно сочетаться с остальными знаками, которые чаще всего используются. Яркий пример – это, например, чешская латиница, кажется, да, у них латиница. И там, вот знаете, обычно Y или Y, она такая треугольная. Да-да-да. А
У чехов, у них очень часто в книжках, и чехи вообще сами делают, шрифты с этой буквой Y, похожие на букву У, только вот с хвостиком. Ну, Мгм. то есть вот, Мгм. или как буква Г вот вниз. Потому что у них очень много вот этих арок, вот этих вот линий, и треугольная Y, Она одна, выпадет оттуда одна, она просто. прям выпадает очень сильно, и они ее делают тоже скругленной. Мгм. И меняется конструкция вот уже стилистически внутри конкретного языка. То есть ты, когда работаешь с шрифтом для какой-то культуры, ты все-таки это изучаешь, смотришь, разбираешься, читаешь, поднимаешь источники какие-то. Да, и, конечно, я всегда тестирую шрифты на разных языках. У меня там Мгм. есть в пруфинге там листов на всех разных языках, и ты вот открываешь и видишь даже белорусский, украинский, русский рядом стоят совершенно разные по характеру наборы нейтрального текста. Мгм. Там больше палочек, тут больше диагоналей, там больше кружочков. И ты пытаешься найти какой-то баланс, чтобы и там, и там, и там одновременно все это было неплохо. Я проводил лектории, помогал проводить лектории ребятам из студии Шрифт здесь, в Белграде. И вот они рассказывали, что у них там что-то 1700 листов как раз вот для проверки шрифта в разных конфигурациях, в разных языках. Не языках, то есть вот ну просто во всех возможных сочетаниях. Там, вот они вот упарываются за это невероятно. Это было интересно. Слушай, а вот про кириллицу для Центральной Азии, например, там какие там есть особенности? В чем там необычности? Ну, там просто, как у вас в Сербии, много похожих знаков. Там То есть тоже тоже есть эти, свои вот да, такой, своя история, своя да. культура. Понятно. Как ты думаешь, вот есть в цифровой, опять же, среде, есть такое убеждение, что шрифтовые дизайнеры дикие снобы и супер закрытая такая, ну вот, закрытая профессия. Мы постоянно про это говорим, потому что на наших метапах, что у нас приходят шрифтовики, приходят вот там цифровые дизайнеры или там графические дизайнеры. И насколько, как ты думаешь, это правда? Что сделать для того, чтобы шрифтовые дизайнеры и там дизайнеры цифровые, графические как-то больше между собой общались? Потому что действительно у вас профессия такая, она очень, ну, мне кажется, чуть-чуть интровертная, потому что она требует глубокого погружения, много всего, таких разных проверок, очень хорошего знания материала, инструментария и так далее, и так далее, и так далее. То есть как будто такая, знаешь, профессия, как будто со стороны выглядит, вот это одиночка такой сидит, вот там в башне слоновой кости, и там сидит, и тебе там что-то делает. Вот, но вот я не знаю, пообщавшись с разными шрифтовыми дизайнерами, у меня на самом деле мнение поменялось, лично у меня. Вот, то есть я думаю, что как раз и более открытые люди, чем это кажется со стороны, но обычно люди так не считают. Вот что ты думаешь про это? Можно ли как-то найти какой-то э, коллабы какие-то, еще что-то между шрифтовыми дизайнерами и цифровыми дизайнерами, например? Слушай, ну я, например, когда я делал мою конференцию в Петербург, 8 лет назад была последняя, ко мне пришло 604 человека в зал. Еще 3000 человек смотрели онлайн. Разумеется, не эти 604, там из них, может быть, ну, шрифтовых было там пара десятков человек. И онлайн, разумеется, тоже не шрифтовые дизайнеры смотрели. Это смотрели другие специалисты, другие дизайнеры разных профессий, чтобы лучше понимать тот инструмент, которым они пользуются каждый день, какие там технологии создаются новые, понимать, как применять эти шрифты и так далее. И мне кажется, интерес к шрифтовому дизайну среди других профессий, он довольно высок. И я не видел проблемы, чтобы вот это междисциплинарное соприкосновение происходило. Потому что, как обычно сейчас делаются многие конференции, в том числе и твоя, создается несколько потоков, чтобы всем Мгм. угодить. Было интересно, Да, чтобы можно было людям чтобы люди ходить. выбирали, кого им интересно послушать. Я обычно, когда прихожу на такую многопоточную историю, я просто захожу в первый попавшийся зал, потому что мне важно узнать что-то новое, а не прийти на что-то, что мне привычное, старое. Ну, то есть, Мгм. и я так огромное количество, вот ездил раньше на конференцию там в Германию, была типа Берлин конференция, она называлась как бы типа там, то есть шрифт около шрифта, и ты просто приходишь и случайно узнаешь какого-то классного там, не обязательно шрифтового, но классного специалиста. И тут вот я, может, просто пожелал бы вот немножко быть более открытыми к соседним профессиям, интересоваться, что делают другие. Я свою там молодость
Ходил на лекции по архитектуре, по интерьеру, по музыке даже, по всему, чему только мог, потому что чем больше ты знаешь, что делают люди в соседних отраслях, тем, возможно, во-первых, когда это потребуется, когда ты соединишься, тебе это будет легче, плюс нетворкинг. У меня огромное количество клиентов вот таким образом было найдено через посещение тусовок, которые не являются по моей профессии конкретно. Потому что чем шире ты смотришь, чем шире ты общаешься, тем лучше. У меня самые лучшие вообще клиенты в моей жизни были найдены на тусовке путешественников, организованной авиасейлс. Понятно. Что, мне кажется, ты просто удивительный пример человека, и это меня, кстати, тоже вдохновляет, открытого. Я посмотрел, как ты вчера проводил воркшоп, насколько ты как бы спокойно общался, всем что-то дружелюбно объяснял, подсказывал, насколько ты был открыт. Ну вот, честно я тебе скажу, извини, но мне кажется, ты нетипичный представитель профессии. Ну, даже не то, что шрифтового дизайна, а вообще, в принципе, профессии дизайна. Потому что все-таки много дизайнеров, такие люди внешне, по крайней мере, очень закрытые, к которым страшно подойти иногда. Вот. Но это классно, что ты такой. И меня это очень вдохновляет. Я, не знаю, смотрю на тебя, там чему-то учусь. Ну, советы очень хорошие, да, то есть быть открытым, изучать разное, даже не то, что чем ты занимаешься сейчас, для того, чтобы находить что-то новое, что-то интересное. Мне кажется, это очень важно, особенно ребятам, начинающим, потому что вот эта вот открытость, она как раз дает возможность развиваться. Я до сих пор замечаю, что вот я как бы с другой стороны сцены нахожусь, ну, во время конференции. И знаешь, какую закономерность нашел? Те крутые дизайнеры, которые вот приходят, и они открыто что-то слушают, даже, может быть, то, что они уже знают. Я уверен, что когда приходит крутой человек, скорее всего, он знает то, что, ну, ту тему, которая сейчас идет со сцены, или хотя бы слышал о ней, да. То есть для него это не то, что прям с нуля какое-то открытие. Но я вижу, насколько по-настоящему классные дизайнеры сосредоточенно слушают, задают вопросы, и это, мне кажется, отличает их. Потому что есть другая категория дизайнеров, которые говорят: о, я это все уже знаю, я ничего слушать не буду, мне это ничего не интересно. Вот. Это как раз, мне кажется, показатель открытости и закрытости. То есть человек классный, крутой, именно потому, что он открыт, что он даже, может быть, что-то, то, что он уже знает, еще раз послушает, у него какие-то мысли родятся, он о чем-то поговорит потом и так далее, и что для себя новое найдет. И вот это, мне кажется, такой важный фактор, который надо не забывать и, ну, вообще стараться таким быть человеком. То есть, как помнишь, говорил Джобс: оставайтесь голодными, да, оставайтесь открытыми, вот, вам это поможет. Скажи еще вот такую вещь интересную. У тебя интересный опыт жизни в разных странах, в разных регионах. Насколько тебе это позволяет вдохновляться чем-то? Опять же, вот я там приведу пример там моей знакомой. Она жила в России, в Петербурге, потом в Стокгольме, потом в Белграде, сейчас она там в Канаде. И она вот вдохновляется тем, что, например, делает шрифт там про Стокгольм, шрифт про Белград, шрифт еще про что-то. Вот насколько тебя окружающая среда вдохновляет на творчество? А что ты можешь, опять же, посоветовать дизайнерам с точки зрения перемещения каких-то новых впечатлений, новых каких-то эмоций и так далее? Ну, во-первых, я бы советовал, ну, это какая-то банальность, путешествовать, смотреть мир, смотреть культуру и так далее, как-то нарабатывать этот опыт, потому что вот есть даже дизайнеры, которые говорят: а что, я никуда не поеду, я все знаю, все тут вокруг рядом. Мгм. Но мне кажется, путешествовать это база, плюс еще очень здорово коллекционировать что угодно. Вот я, например, коллекционирую плакаты из путешествий. Я там вижу, дата мероприятия прошла, а плакат очень красивый. Понимаю, что его вот уже завтра заклеят новым. Я его беру, отрываю и в коллекцию везу. У меня там их уже больше 500. Можно коллекционировать какие-то другие артефакты, коллекционировать просто фотографии этих объектов дизайна, их банально. Ничего сложного в этом нет. Но привозить какой-то э, опыт. Причем этот опыт, вот, например, когда я хожу по улицам, смотрю на плакаты,
я сразу определяю, какой из них интереснее всего. Подхожу, смотрю, как он напечатан, как он еще... То же самое вывесок касается, например. Вывеску я не могу привезти с собой, но я на нее смотрю, фотографирую всегда все вывески. Часто потом вижу на фотографиях, где там кто-нибудь из окна показывает и там не фотографируя меня, думая, что я фотографирую его, да. Ну, бывает. Ну, то есть не просто впечатление, не просто созерцать, но и что-то привозить. Да. Да, это хороший, мне кажется, тоже совет. На самом деле, ты знаешь, вот когда ты действительно начинаешь либо там жить в разных странах, либо даже просто вот перемещаться по разным странам, ты действительно только тогда начинаешь понимать, насколько важен дизайн. Как бы когда ты живешь, например, в своей привычной языковой среде, ты об этом не задумываешься. А когда ты куда-то перемещаешься, там, переезжаешь в силу разных обстоятельств, ты понимаешь, насколько дизайн огромная часть, которая действительно позволяет человеку быть, ну, как бы чувствовать себя комфортнее, что-то понимать, что-то узнавать. Ты можешь прочитать или не прочитать вывеску, указатель. Ты понимаешь, как пользоваться или не пользоваться вот этим там устройством и так далее. То есть, на мой взгляд, просто когда ты действительно начинаешь путешествовать и анализировать что-то, ты только по-настоящему открываешь для себя эту профессию, по-настоящему начинаешь понимать, насколько разные сценарии пользования чем-то могут существовать, и начинаешь об этом задумываться. То есть, ну, как бы сознание дизайнера, оно расширяется таким образом очень сильно. И я вот поэтому советую всем максимально, ну, если есть возможность, ездить хотя бы из города в город, даже это хотя бы уже плюс. И действительно то, о чем ты говоришь, то есть что-то фотографировать, коллекционировать, сохранять для себя, это очень важно, потому что вот эти подборки – это то, что позволяет тебе что-то вспомнить или к чему-то обратиться. Я бы добавил, что даже не обязательно когда-либо эти подборки еще в жизни открывать. Да. Важен процесс. Процесс, когда ты понимаешь, о, вот это классная вещь, я ее сейчас фотографирую, это уже проходит через тебя. Может быть, ты Ты об уже этом никогда эту задумываешься. фотографию не откроешь, она у тебя удалится, потеряется, ничего страшного, это уже прошло через тебя. Скажи еще, пожалуйста, вот можешь дать какие-то советы начинающим дизайнерам, особенно сейчас в эпоху, когда AI так немножко поджимает какие-то профессии или, может быть, каких-то конкретные отрасли, что ты посоветуешь? Потому что многих людей есть по этому поводу, ну, просто тревога. Тревога, что придет искусственный интеллект, все эти штуки, и они нас заменят. Я понимаю, что в профессии вот в твоей с этим как бы попроще, кажется, со стороны. Со стороны кажется, что попроще. Да, например, вот художники там, они ну просто там страдают, начинают некоторые страдать, да, там и так далее. Я знаю, что некоторые ребята, которые занимаются цифровым дизайном, тоже начинают от этого страдать. А что ты посоветуешь ребятам? Как ты их поддержишь? Ты на меня такую ответственность возлагаешь, Ну, поддержать да. ребят, которые там отчаялись или еще что-то, или боятся. Мне кажется, что если ты дизайнер, ты найдешь себе применение в любом случае. То есть ничего страшного, если то, что ты мог, те задачи, которые ты мог решить одним способом, завтра, ну, ты научишься их решать другим способом. То есть важнее, мне кажется, вообще для дизайнера это мышление, не скиллы. И вот это мышление пока что и экспертиза, которую можно работать, читая книги, общаясь с людьми, насмотренность повышая, она будет ваша личная, индивидуальная. Ни у кого такой больше экспертизы не будет, кроме вас. И вот эту экспертизу нужно наработать всеми возможными способами, просто беспрерывно. Хорошее, мне кажется, завершение нашего разговора. Спасибо тебе большое, что нашел время. Спасибо, Саша. Спасибо, что приехал в Белград, выступил. Мне кажется, полный был зал у тебя, и очень много людей вдохновилось тем, что ты приехал, потому что люди пытаются ну, для себя найти какой-то способ думать о том, чтобы вот дальше найти какое-то вдохновение. Мне кажется, это очень здорово. Спасибо, что такой открытый и поддерживающий. Рад был с тобой пообщаться сегодня. Спасибо, Саша.